Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Это прямой эфир с Игорем Мосейчуком. Он на связи прямо сейчас. Игорь Владимирович, приветствую вас. Христос воскрес. Приветствую вас, Александр. Воистину воскрес. Всех наших зрителей с праздниками, всех православных с воскресением Господним. И погнали. Да, да, погнали наши городских. Будем, собственно, сегодня обсуждать очень много интересных тем. И, конечно, о Трампе поговорим, и, конечно, о Зеленском в Германии поговорим. Это очень интересно, скажем так, на фоне вот этих событий, бушующих вокруг отношений Европы и Америки, как выглядит вообще Европа. Друзья, всем большое спасибо за то, что присоединяетесь. Не забудьте поставить трансляции прямому эфиру лайк, подписаться на Мосейчука, проверить, подписаны ли на этот канал, где смотрите наш сегодняшний эфир, прямой, все вживую, все как есть. Достаточно тяжелый день с точки зрения ударов по Украине. В Днепре жуткий прилет, много раненых, погибшие, то есть объявили уже траур на следующий день. И не только в Днепре, ведь самое интересное, да, то есть удар по Печенегам, это водохранилище в Харьковской области Чугуевского района. То есть вот этот вот фон войны, видите, все как-то отбросили и радуются. Вчера радовались Мадяру Орбану, ну, то, что Орбана отставили, Мадяр теперь. Сегодня радуются, собственно, Германии. В этой бушующей радости предлагаю сегодня вот такой опрос провести в нашем сегодняшнем эфире, в чате трансляции. Что будет, если из Европы украинцев отправят Зеленскому на войну? Варианты ответов. Украинцы дальше побегут, возьмут, плюнут, уедут с этой Германии и, в общем, поминай, как звали. Второй вариант. Это подорвет армию и режим изнутри. Ну вот, взять их насильно из Европы, и тут-то начнется как раз, да. Значит, третий вариант. Ничего не будут, не будет, будут воевать за милую душу, как вот те, которые внутри хватают их, бросают, так и эти, которых притянут из-за границы, депортируют или заберут на границе, вручат повестку. Ничего не будет. И четвертый вариант. Это просто элемент торга. Вот это вообще вся тема, это все какие-то такие торги. На самом деле Зеленский четко сказал, помните, где-то полгода назад или больше, о том, что да нам не нужны, вы нам деньги дайте. Вот те, которые украинцам платите, пособия, вы нам в бюджет платите, а мы там уже разберемся и будем помогать. Поэтому это все как бы такая мишура, и тут вопрос просто финансовый, вопрос просто денег, а люди, как всегда, разменная монета. 4 варианта, и, конечно, это самая сенсационная история, которая постигла Зеленского на вот этой исходке в Германии. Как вы думаете, что будет, если украинцев из Европы будут гнать назад в Украину? Ну, во-первых, я не верю, что из Европы, всей Европы украинцев могут погнать. Отдельные страны могут, конечно, им африканцы и азиаты ближе. У них как раз Рамадан там в Германии сейчас празднуют вместо Пасхи православной, поэтому такое. Но я думаю, побегут. Я думаю, побегут дальше. Побегут в Канаду, побегут в другие страны, побегут, не поддадутся на какие-то, ну, во-первых, даже юридически депортацию сейчас невозможно сделать. До 27 года так даже намека на нее быть не может. Ну, вообще история такая. Знаете, я уверен, что побегут, но думаю, элемент торга тоже присутствует. Ну, тем более, что там сегодня в Германии они же очень интересные вещи Баблишка, подписали. баблишка. Конечно, там вот и 5000 дронов, и ПАК-3, закупка, производство для Украины Патриота. В общем, Зеленский светится, подписано новое как бы, соглашение о сотрудничестве. Понятно, что кто-то бы должен, да, подкинуть как бы в эту топку дровишек, но почему Германия, как вы думаете? Ну, смотрите, Германия самым активным образом боролась с Орбаном. Германия финансировала деньги, которые типа Ощадбанка шли из Германии.
И я думаю, за благодарностью в Германию и прибыл Владимир Александрович. Другое дело, что от поражения Орбана и захода на его место Мадяра для Украины, для самого Зеленского ничего не поменяется, но это такое, это уже вопрос 25-й. Это же не мешает пропагандонше, которая даже мне не однофамилица, Мосейчук, выпустить видео под названием «Зеленский победил Орбана». Ну так он и Иран победил, и Орбана победил. Всех побеждает Зеленский. Вы же Ну видите, да. как. Только лупят очень достаточно сильно по Да, по Украине ударам. последние дни. Это очень, очень серьезная тема. Ну, во-первых, нами Европе продают, что впервые Украина смогла стабилизировать, не потеряла там территорий, даже контрнаступление какое-то придумали и так далее, и так далее. Давайте пробежимся мазком одного дня по фронту. Значит, ну, я на первое место ставлю даже не Днепр с человеческими жертвами и ранениями. Это трагедия, конечно, это безусловно серьезно бьет психологически, но центровым есть есть удар 6 кабами по дамбе Печенегского водохранилища. Если дамба будет разрушена, Харьков останется без воды. То есть фактически летом это вообще приведет к эпидемии. Ну, короче, людям придется выехать. Город-миллионник без воды. И я вижу это как тактику россиян по выдавливанию гражданского населения из городов. Куда? Так куда угодно бегите, чтобы мы могли взять город, а потом кто захочет под нами, тот вернется. Кто не захочет, тусуйте дальше. Зимой на грани, да, было, ну, мы видели на грани, а вот уже на лето готовят, и Зеленский это понимает, я думаю, что и разведка докладывала, он же говорил о водных, да, объектах, ну, нанесении ударов и так далее, но войну никто останавливать не собирается. Дальше. 1,5 километра продвижения российских войск в Сумской области за сутки. Дальше. Потеря поселка Мирное. Последний поселок перед Ореховой, выход на Запорожье. Это, кстати, показывает то, что я говорил, что славянское и краматорское направление не будет основным. Ну, не будут бежать и головой лупиться о стену. Вы можете кем угодно считать россиян, но точно не идиот. Дальше. Удары, Кривой Рог, Днепр, меньшие населенные пункты, инфраструктура. Война продолжается, набирает оборотов. О какой критической ситуации на осень рассказывает и Зеленский, и Буданов, я судить не могу, но по ходу они готовят какое-то обострение. Ну, где-то вот плюс-минус вот так выглядит ситуация на фронте. Они это кто готовит обострение? Офис президента, партия войны. Какими силами? Ведь то, как сейчас гребут рабочий класс, ну или вообще любой, в принципе, класс, знаете, уже как бы переходит, ну, наверное, будет фольклор, будут, наверное, песни про людоловов писать, и, в общем-то, это такое пятно в истории украинского народа, 100%. Я думаю, что когда 3 года назад я назвал их людоловами, то никто, ну, не думал, что это действительно станет уже именем, ну, нарицательным и все, клеймом. Дело в том, что
Они будут усиливать мобилизацию. Вот запугивать, усиливать. Сейчас готовят амнистию. Амнистию для СЗЧ, снятие всех с розыска, и всем скажут, вы имеете шанс возобновиться. А если не возобновитесь, мы придем к вам домой. Они введут параллельно электронную повестку. Электронная повестка пришла, не пришла, неизвестно. Если человек не реагирует, берут оперативных сотрудников, приходят, скрывают квартиру, выцарапали и все. На этом самом, на улице ничего не происходит, никто не снимает, типа, ну и так далее, и так далее. Я думаю, что это тоже план такой себе, потому что в ответ стрелять начнут. Ну, люди. И это, ну, дорога такая, слабенькая. Но рассчитывают вот таким вот образом 2,5-2 года еще продолжать войну. Вот в планах офиса 2-2,5 они это обсуждают. Они это говорят, да, у них там внутренние жабогодюкины, там у них внутренние, ну, все перипетии, страсти, мордасти, ревности Зеленского к Буданову, там, ну, Буданов начал избирательную кампанию, ну, и так далее, и так далее. Особенно ревностно там Дима Литвин мечется по поводу, я думаю, сейчас польют грязь на Буданова. Хотя они обои представители партии войны, и это такой внутренний жабогодюкин, но надо его тоже отметить. Очень не понравилось, очень нервничают по поводу вот этого вот видео с празднования Великодня, где Буданов с супругой, там он вытирает ей эти излишки воды, ну, Она ему. священные. Да, то есть это так трогательно, мило, вот, и сразу все поняли, ага, нам готовят новую первую леди и Свенчика, короче. Поняли это и в офисе, Не, ну тут, расстроились. слушайте, ну а как тут не понять? Выходит интервью в Bloomberg, где он говорит вообще нарративы просто адские. Я пришел не для того, чтобы нравиться, я пришел для того, чтобы Украина выжила. Если для победы нужно сделать вещи, которые многим не понравятся, я их сделаю. Украина устала уже от ваших красивых слов. Людям нужны результаты, даже если они будут неприятными. Я в политику не шел, говорит Буданов. Эта политика пришла ко мне. Слушайте, ну прям Блумберг, наверное, полысел и стал немножечко похожим быть на Гордона, который, собственно, помните, в каком году? В 17 или 18 году, да, взял интервью у Зеленского, и, в принципе, это был старт такой избирательной кампании. Хоть с чертом лысым он хотел договариваться. Плюс до того очень серьезный удар по Зеленскому. Буданов нанес, рассказав о отсутствии ракетостроения и дроностроения, собственно. Это просто такой удар, знаете, это наш камевояжер зеленый, он же ездил и всем продавал воздух. Что мы тут сами выпускаем с усами ракеты, торпеды, беспилотники. Пожалуйста, вам морские купите или воздушные. Ну, то, что это британская перетерта с китайскими запчастями, ну, то такое. А Буданов об этом прямо сказал. Поэтому, естественно, и вот этот ролик с супругой, ну, и все это в куче, и очень негативно воспринято офисом. И уже готовятся, по моей информации, пытаются размещать антикриз такой. Что вы подразумеваете под словом антикриз?
Ну, что Буданов виноват и в том, и в этом, и вот этом, и в том. Ну, дерьмом поливать будут. Мгм. Вот. Для них антикриз, я имею в виду. Это самое. Будут поливать дерьмом, будут лишать полномочий, и так их у него очень мало. Вот. Короче, будут сбивать и хоронить. Вот это такой план, потому что понимают, что может вырасти парень, и вот так завтра поменяют, ну, партнеры эти, да и все. Поэтому в партии войны драчка внутренняя. На кого ставите? Я? Да. Я скажу так. Я думаю, что если не вмешаются западные партнеры, а им сейчас точно, ну, не до сквок в партии войны в Украине, то зелененькие с ведьмаком Ермаком, который там в кровати или под кроватью, сидят Кирюшу. Мгм. Интересно. Вопрос только Если заключается... он, конечно, не начнет лупить в ответ и наотмашь. Ну, чем, если у него нет вот этой структуры, которая его лишили? Он же к ГУР теперь не имеет вроде как отношения. Ну, вроде и не имеет, но многие ребята на него ориентированы. Это раз. Во-вторых, мы не понимаем, яку позицию займет один из криминальных кланов, к которым они имели все, ну, отношения, я имею в виду Химпром. Вот, то есть это все такое, шалтай-болтай, пока резкости нет, но основные структуры, и надо не забывать, что фактическим руководителем СБУ является личный враг Буданова. Вы же помните историю с Денисом Киреевым, другие их вещи, Пике. Вот. Кроме этого, ну, я думаю, мы можем услышать откровение в ближайшее время от Буданова о событиях 23 февраля 2022 года. Он может просто подтвердить те слова, потому что я владею полностью информацией, это зафиксировано в журнале, по его, кстати, настоянию, что он доложил о вторжении в 14 часов. Что не помешало Зеленскому и Ермаку в тот же вечер врать большому бизнесу, что ничего не будет. Вот. А Буданов зашел с докладом, по-моему, в 14:25 или 35, ну там минуты, я могу ошибаться. Ну, так а что это сейчас меняет? Не, это не меняет, но это ответственность, это очередная ответственность. Ну, а что поменяло то, что он рассказал правду о том, что камевояжер? Да ничего, кроме подрыва авторитета среди определенных кругов. Так же и тут. Понимаете? Ну, если блогер с десятками миллионов аудитории выходит и говорит, Зеленский гей, прямым текстом. Если на меня выходят люди, которые возили там определенных мальчиков, которых волонтерами, ну, представляли, которые хотят говорить, то для меня абсолютно другими красками играет ситуация с законопроектом, который я провели в парламенте, который заветировал, ну, Зеленский, о принудительной химической кастрации педофилов в открытом реестре. Он же его заветировал, парламент 8-го созыва принял в 2 чтениях, все, а он заветировал. Делаем выводы, почему и как. Психологическая травма там очень серьезно. И
что кто кого там передавит, ну, пока я не вижу из Буданова никакого бойца, чтобы он, ну, как-то кому-то противостоял. А то, что эти переезжали, так мы с вами знаем десятки случаев, да, когда переезжали бизнесменов, людей, вынуждали со страны бежать или на тот свет отправляли, ракеты прилетали, еще что-то. Много случаев разных было. То есть пока я не вижу зубов не проросли в Кирилла Алексеевича зубки. Такое поговорить, ну, поговорить в наше время, ну, поговори, вот он правильно, я же говорю об этом. Ну, расскажет он, вы, ну, вы акцентируете. И что это изменит? Ничего не изменит. Я просто, смотрите, очень понимающе отношусь к людям, которые утверждают, что это все цирк, это все специально сделано. Ну вот смотрите, Зеленский с Зеленской поздравляет с Пасхой в видеообращении. Там Буданов, это все специально, то есть это все какая-то такая, да, вот хороший, добрый, злой полицейский, тем более, что И много же это, ну, смотрите, много же и судачили о некой партии для Юго-Востока. Посмотрели на этих мэров. Ну, мэры, конечно, это все хорошо. Ну, это так себе, да, вариант все равно для людей. А вот тут, смотрите, выходит Буданов, адекватный, чекист, очень скуп на эмоции, но говорит такие вещи, ему все смотрят, доверяют ему, там прям внушает какой-то посыл и говорит то, и так и прямо говорит, я не боюсь, я герой Украины, что я должен бояться Зеленского? Ну, там, как бы идти поперек. Я имею свое мнение, я им делюсь. Представляете, в стране Украина можно иметь свое мнение и делиться, и быть не под санкциями или в СИЗО, или еще там на том свете, или за решеткой, а быть прям главой офиса президента и героем Украины. смотрите, Александр, в ваших словах много ну, правильных, так сказать, нарративов, да, но я же сразу сказал, что представляют они одну партию, партию войны. И, естественно, драчка внутри абсолютно ничего не означает. Притом, они с Зеленским могут идти даже и не ссорясь, но драчка быть. Всякие попкаграи Литвины, бегающие, в ушах сидящие, и другие. На самом деле Терехов, и эта партия мэров, пэров, переделов из городов прифронтовых. Ну, смотрите, она же не может существовать без Банковой. Ну, какой Терехов может существовать без Банковой? Существует Харьков облэнерго, в которой Терехов не платит деньги, задолженности сумасшедшие, в государственное облэнерго. То есть фактически государство прощает ему деньги, дает ему деньги тратить в другое место. Там контрольный пакет принадлежит этому, ну, мэру Перу. Значит, и он выходит и говорит, это барыги давят меня, чтобы я платил там, ну и тому подобное. Ну, я дико извиняюсь. Но мэра Николаева, мэра Днепра, исполняющего обязанности мэра Кривого Рога, ну и других прифронтовых городов, да, они платят, потому что там частные, ну, облэнерго. Выходит, олигархам, пожалуйста, да, а государству фиг вам. Так такое не бывает, если государство не разрешило. Согласны со мной? Ну, какая оппозиционность Терехова? Ему разрешают не платить стране деньги. Буданову разрешают рассказывать, что он герой. Но это до времени. И это одним может нравиться, ну, на Банковой, а вторым не нравится. Сегодня, ну, смотрите, того же Терехова, его вклепали люди Пинчука, вклепали. Ну, мы же видели, да, публикации, все.
Ну, это не Терехова хорошим не делает, ну, не людей Пинчука. Это внутривидовая, внутри партии войны борьба. Э, Какой для Юго-Востока Буданов кандидат? Да никакой. И война, не, понимаете, тут он последняя надежда партии войны. Почему? Потому что он разведчик. Потому что он не, к нему прицепить ТЦК очень тяжело. Он не имеет отношения к сухопутным, ну, войскам, куда относятся ТЦК. То есть, да, он военный, то есть оттенок, ну, есть, да, но в то же время он не из тех, да, военных, он из других. Но это не работает на Юго-Восток, то, о чем, ну, вы говорите. Это не работает. Там другой запрос, там запрос мира. Поэтому он делает намеки, да, вы же видите. Вот шары пробные гоняет. Я готов пойти на тяжелые решения, я готов там еще. Ну, мне кажется, что, во-первых, сожгут в топке, зеленому выгодно. Мы же уже несколько раз видели несколько этапов. Завтра выборы, вы же видели, да? Все возбудились, потом всех как кислотой полили, они кто-то сгорел, кто-то потух, новые выросли. Опять выборы. Выборов-то нету, и проводить их никто не собирался. Но их опять полили, они окислились, осели. Ну и тут та же история. Вы посмотрите, он еще же один генерал у нас есть, это самое. Сидит там в британской норе, ему сказали, не отсвечивают слово вообще, так больше сохранишь. Ты как появляешься, ты теряешь. Вот лучше сиди, не отсвечивай. Ну вот он сидит и не отсвечивает. Так а сколько можно сидеть? Ну, есть же варианты с вот этими дедлайнами. До там, мая, до июня, Да день нету рождения. никаких, День нету. рождения Трампа, день рождения Америки. Кирилл Дмитриев то туда, то оттуда, то в Америке, то в Абу-Даби. Песков только успевает оправдывать, кричит, что нет, это не по Украине, Украина ни при чем, мы решаем свои вопросы, Америка и Россия, отстаньте. Ну, то есть, Ну, опять-таки, я сегодня услышал одного там блогера нашего известного тезис, что если до дня рождения Трампа не будет мира, то будет война. Хочу разочаровать, война будет. Война будет. Они хотят войны. Без смещения режима, даже не личности, а режима в стране не будет ничего. Будет продолжаться то, что продолжается. Они зарабатывают на этом. Поэтому, ну, выглядит это, мягко говоря, ну, не совсем. ну так, смотрите, завтра, например, очередной рекорд по стоимости евро к гривне. Ну, то есть добавили 57 копеек, завтра будет веселый Я курс. видел, да. Ну, то есть, опять-таки, мы рассказываем о том, что вот дроны, у нас там уникальная технология, но все видели, как сегодня летели дроны, и кабы, и... Так Буданов уже рассказал. Ну, то есть, все видят это прекрасно. Сегодня, кстати, опять повторилась нетипичная атака, о последствиях там пока не пишут, но я думаю, что чуть позже нарисуют инфографику о том, что около 50 дронов было сегодня над Украиной, причем там центральной Украиной. Поразительно же, да, то есть никакого противоядия никто, собственно, не нашел. Где эти перехватчики, где эти мобильные группы? Да, я вот только слушаю. Дронный перехват. Где они? Ну, да где они? А их нету. Ну, даже если что-то сбивается, то процент прилетов становится все более и более критичным для страны, для инфраструктуры и так далее. А если пойдет по сценарию
Проблем с водой, то, о чем тот же Зеленский говорил, и что мы сегодня видели, это же не одного Харькова будет проблема. А кроме проблем с водой, а мосты? В состоянии сейчас ПВО Украины защитить транспортную инфраструктуру мостов? Каких мостов? Железнодорожных, автомобильных. Через малые, большие реки, ну, через Днепр, через Буг. Что потом? Понимаете, в ответ тут война может выйти на такой уровень, что события начнут развиваться каскадом. И очень многое все же будет зависеть от позиции людей. Каких? Да всех. Людей в Украине, людей за границей, людей, которые хотят мира, которые понимают, что на кону стоит само существование страны и жизнь народа. Которые понимают, что в контексте мировых событий Украина уходит даже не на второй план. Украина уходит на пятый, шестой, запасные какие-то варианты. И все меньше и меньше внимания акцентируется на войне. Это раз. Во-вторых, очевидно, что инфляция в Европе и кризис с топливом, дистопливом, вообще с бензином, этот кризис может перерасти в снятие части санкций с Российской Федерацией. Мы же сегодня слышали то, что я говорил задолго до выборов в Венгрии, сегодня полностью подтвердил Зеленский. Идти колотить уже все до конца апреля, опять российской нефтью барыжить будем, как он там, да, говорил. Мы не можем, мы не это, а оказывается можем. Оказывается, это действительно был избирательный трюк антиорбановский. А сейчас вот уже мы готовы запустить. Да и Мадяр говорит, буду вести переговоры с Россией, покупать топливо, покупать газ. Ну, смотрите, пока что вот сейчас передают, что США возобновили санкции против российской нефти. Издание сообщает, что Политико, что США в отношении российской нефти опять начали работать, так как администрация Трампа в эти выходные позволила истечь отсрочки, вводимой из-за войны в Иране. Минфин США ввел отсрочку на действие санкций в отношении нефти в прошлом месяце. Ну, до выходных осталось неясно, что там да как. Член Сената по международным отношениям Джин Шахин и лидер меньшинства демократов Чак Шумер, в пятницу призвали администрацию не продлевать. Ну и в пятницу Reuters тоже писала, что Белый дом, вероятно, продлит лицензию на сделки, но пока что как бы никто ничего не продлевает. Ну, во-первых, пока. Во-вторых, если мы уже перешли к Америке, то надо с большим сожалением констатировать, что человек, у которого находятся в руках пока до сих пор или в кармане, или в руках ключи от мира в Украине, президент США Дональд Трамп, мне кажется, он позволяет себя втягивать во все тяжкие, куда только можно, еще и сам бежит, ну, сломя голову в том же направлении. Я понимаю, как глобалисты потирали руки от того, что им с помощью Израиля удалось втянуть в иранскую войну Трампа. Они не могли сделать и втянуть его в русско-украинскую войну, так они его втянули туда. Потом сидят на берегу,
довольные, сами потирают рученята и думают, как его добить. Но он же и сам ведет некоторые вещи, которые... Плюс поражение Орбана это разгром политики Трампа в Европе. Они на это делали сумасшедшие ставки. Им не Орбан, им показать, ну, Америке. Он берет себя, рисует в образе Иисуса Христа. Потом начинает шутить, что это врач исцеляет. Этот самый... Ну, и это он делает, понимая, что у него правоконсервативный электорат является фундаментом, ну, его избирателя. То есть он бьет по своему фундаментальному избирателю. Вы посмотрите даже реакцию Венса. Венс дает интервью ночью и фактически рассказывает вещи, которые показывают, я не Трамп. Вот его интервью Так, а можно... вам не кажется, что на это и расчет? Вот опять-таки, Игорь Владимирович, давайте вот посмотрим, ну, как бы более-менее трезво, отстранившись от этой борьбы, я имею в виду сейчас США с Европой. Почему трезво? Потому что сейчас же там из-за того, что Зеленский там поучаствовал и все остальное. Смотрите, Орбан, ну, правда, такой результат у него очень плохой. Не может ли это быть... Ну, во-первых, выходит Орбан, хоть к ране прикладывая, говорит, мы там митинг проведем, Фидес сохраним, будем работать, в общем, спасибо вам, что проголосовали. Во-первых, может повториться история, как с Фица. Он там побыл, потом его раз и опять вернулся, потому что, ну, смотрите, тут же как может быть игра немножко другая, стратегическая, на фоне как раз-таки ужаса и кошмара на нефтяных рынках, а он прям ожидается, о нем открыто уже говорят американцы, да, 150, да, под 200 нефть, ну ничего страшного, мы готовы, а там опять-таки на фоне ударов по танкерам, на фоне перекрытых каналов, сейчас же там не просто так Трамп затевает эту игру, он говорит, алло, Стармер, давай-ка добывай нефть, что Норвегию кормишь в 2 раза дороже у нее покупаешь, давай включай там свое в Северном море, скажем так, свои мощности. И он прав в этом отношении. Может быть, эта игра на то и рассчитана, что Орбан красиво, спокойно, степенно сливает победу Мадьяру, отходит, но и тут начинается самое интересное, потому что Трамп же не просто так перекрывает этот тормоз. Сейчас мы пока в эфире выходят сообщения от американцев, что ни одна мышь не проскочит. Это все вранье о том, что писала целый день пресса. То китайские, то 2 иранских танкера прошли. Ну, во-первых, китайские танкеры вместе с линейным кораблем военным прошли действительно, это видно. Я за иранские не могу утверждать, но там по китайцам задокументировано, это показывали, то есть, ну, это точно не фейк. По Венгрии, ну, во-первых, все, кто воспринимает, вот я ж не зря говорю, поражение Орбана да, разгром Трампа да. Но там поражение, там разгром. Орбан не потерпел разгромного поражения. Если посмотреть структуру выборов, ну как голосовали избиратели, то разрыв между Фидес и Тисой не такой и значительный по партийным спискам. Разгромная победа на округах у партии Мадяра. И связано это с тем, что 16 лет одни и те же чиновники на местах. Ну, короче, надоели они. Что в дальнейшем? Ну, я вам скажу так. Я вижу в дальнейшем следующее. Ситуация ухудшается. Венс дистанцируется от Трампа. Трамп нападает на своих союзников в Европе. Там Мелани начал атаковать. Ну, это удивительно было бы, чтобы
премьер Италии, страны, где находится Святой Престол, да, где она что же представляет правоконсервативное движение «Братья Италии», и чтобы она не выступила в защиту папы. Че он Ну, вообще на него рот раскрывал, на этого папу? а я не понимаю, это вообще какая-то история. Папа должен, по его мнению, наверное, был крестовый поход объявить, ну, против Ирана. И что должен был сделать папа, я не понимаю. Да, у нас там религиозное расхождение с католиками и все, но в 21 веке священник, хоть католический, хоть православный, призывающий к войне, ну как-то дико, да, ну будет выглядеть. Ну, он сказал, что я там выступаю за мир. Ну, а он должен был сказать, идите убейте, ну или как. Для меня логики от атаки на папу нету от слова вообще. Учитывая количество католиков, проголосовавших за того же Трампа в Америке, это, знаете, как купить билеты, пойти пешком на зло кондуктору. Или выйти, обматерить это самое, своих избирателей на выходе с избирательного участка. Ну хорошо, Ну, давайте с Венгрией, да, завершим. Ну так от Мадяра чего вы ждете? Заявление я неоднозначное он надавал, будучи еще... Они мне, знаете, напомнили заявление Мадяра. Танец вот этого мужчины, когда узнали, что Тиса победила, который типа глава здравоохранения, 1 миллион просмотров набрал в соцсетях, там, скачет, прыгает, радуется. Вот, в принципе, сейчас вот такое и заявление. А когда дойдет до нормальной работы и до действий, то мы можем получить как раз-таки вполне вероятно и второго Орбана. И Мы уже получили, судя со вчерашних заявлений, Украина получила второго Орбана. Украина. По украинским делам он четко высказался о 3 основных месседжа, которые были. Первое. ЕС. До окончания войны вообще никаких разговоров не может быть. Потом полная процедура. Потом референдум. То есть это называется почти никогда. Второй месседж по 90 миллиардах. Так мы уже высказались, там Орбан все согласовал, позицию занял. Мы же знаем с вами позицию Орбана. Более того, по 90 миллиардах это будет решение даже не Мадяр принимать. Это решение будут принимать евробюрократы, учитывая то, что происходит, инфляцию, ну и все, что галопирует, да они могут сами сказать: Мадяр, блокируй дальше. Или Фицо, твой выход. Ну и третье. Четкая позиция по языковой проблеме. Прямо было и по проблеме венгерской меньшины на Закарпатье. Прямой посыл к Зеленскому, что решить этот вопрос очень легко. Вот, пожалуйста, начинай решать. И тут на сегодня по всем пабликам бьют венгра, тот кричит: я мадяр, это самое название народа. Вот, его все равно бьют, что он выдумывает и все. И я уже владею информацией, что в команде Мадяра, того, который, ну, претендует на премьерское кресло, проверяют автентичность, ищут, ну, этого венгра, ну и так далее. И будет реакция. Для меня в венгерской истории, Александр, чтобы закончить по Венгрии, очень важен другой момент. Евробюрократы, глобалисты выкатили Мадяру 28 пунктов, среди которых
легализация содомистского греха в полном объеме и мигрантская политика под дудочку Брюсселя, которой противился 16 лет, ну, Орбан. Вот это для меня триггеры сейчас, как он поведет себя, ну, с евробюрократами. Ну, там плюс экономические моменты и так далее. Я хочу напомнить всем, что Орбан в политику пришел как ярко демократический политик. Человек, который за все демократическое был, за все. И никто даже предвидеть тогда не мог, что он превратится в такого сильного провенгерского протекциониста, ну, и так далее, и так далее. Поэтому, очевидно, мне очень похоже, что избрали демократического Орбана. Более того, я вам скажу, что наявность Орбана, того, которого мы знаем, намного лучше, если у нас будет... Почему? Потому что Орбан не мог убедить евробюрократов о том, что у нас проблемы с венгерской меньшиной и языком. А Мадяр сможет убедить, понимаете? И это Да. будет реальной проблемой. Александр. Если мы вот по поводу языка, по поводу отношений, мне вот интересно ваше мнение. А чё это вдруг Зеленский спустя 4 года подписывает закон о том, что проголосованный, о том, что там до 8 лет наказание за антисемитизм в Украине? Ну, это вообще очень интересная история. История связана с тем, что у нас в Уголовном кодексе запамятовал то ли 141, то ли 161 статья есть, которая Вражду, да. такие же сроки за дискриминацию расовую, национальную, религиозную, ну, любую. Чем антисемитизм отличается от расизма, нацизма, религиозных гонений? Ничем. Жупел антисемитизма вытаскивали всегда, когда хотели отвлечь от чего-либо, либо на кого-то прицепить, ну, клеймо какое-то. В данном случае мне вот 4-годичная пауза и сейчас, ну, вот это вот решение, оно меня очень и очень настораживает. Для чего? Ну, эта игра. Логики в этом законе нет от слова вообще. Он дублирует статью Уголовного кодекса. И я лично вижу следующее, что кто-то хочет сыграть в придание большого значения, доминирования, отношения особого к еврейскому народу, ну и проблемам. Я хочу, кстати, напомнить, что плохо заканчиваются подобные вещи. Очень плохо. Какие вещи? Избирательные по отношению к еврейскому Нет, народу. смотрите, украинцы реально этого не поняли. Ну, то есть, вот реально. То есть он, значит, сначала, он там в Песах встретился, поздравил с Песахом, говорит, народ, мы, спасибо, что вы с нами. Потом дальше, сегодня же, да, это, по крайней мере, я так понимаю, что это было раньше, наверное, ну, сегодня опубликовали, значит, ладно, сегодня все пишут в СМИ, что сегодня.
Ну, хотя, как сегодня он же по пути в Германию, а сейчас он вообще в эти минуты он прилетел в Осло. То есть Германия, Норвегия, это записано, это было немножко раньше, но тем не менее. Но после Пасхи, потому что с Пасхой поздравляет вчера, судя по всему, он собрал совет церквей. И так мило они общаются, и так это поздравляет, речь толкнул, они сидят, все представители всех религий, главный в ролике, опять-таки в ролике, там, конечно, и представитель католиков у КГЦ наговорил, да, ну, это как бы отдельно, не тема нашего эфира, но там главный Епифаний, который говорит, вот у нас успехи есть по борьбе с московской церковью, но надо еще, мы просим у вас помощи, типа, Ну, у помогите нам. него успехи в разгроме Киевского патриархата пока. И э, будем говорить, ладно, не хочу. Так как Киевский патриархат это московская церковь тоже, да? Ну, у него ж, понимаете, он выдает, во-первых, Епифаний – это человек пиара, как и все, кто при Зеленском, ну, делает какие-то вещи. Борьба с московской церковью, которую провозгласил Зеленский, она даже не переросла, она изначально выстраивалась как борьба с традицией православной и борьба со самим православием. Никто ни с каким московским патриархатом не боролся. Боролись с Украинской православной церковью, боролись с традицией, с календарем, ну, совсем на свете. Я вообще ждал, как он поздравит с этим, ну, с Великоднем. Ну, как вам понравилось? Я посмотрел, это было, знаете, ну, Песах. Вот главный у человека праздник Песах. Я не против. Я против. Тогда не лезь к Подождите. нам. Стойте, вы так тоже начинаете. Я не против. В смысле вы не против? Да Против? хай у него Песах будет главный. Так хай Нет, он... у него пускай что угодно, но это же на государственном уровне. Так И я об и этом, это вот, смотрят, я же... и смотрят украинцы, понимаете, и немножко как бы ну, прозревают, ну как бы как так. Там, Правильно, я же об этом и говорю. Я мне- не против, что у него. А с какого такого Бена это должно превозноситься как государственная, ну, религия или на государственном уровне и тому подобное. Такое впечатление, и вот закон, ну, подписанный, да, сегодня, такое впечатление, что у парня в руках спички, и он думает, как зажечь вот этот тот огонь внутри страны, который выжжет уже до конца. Потому что история показывает, что в нынешней ситуации, когда непонятно якого Бена на всех центральных площадях ставят минору. Не возле синагоги, а на центральной площади. Вместо елки рождественской. Значит, потом мой народ, Песах и так далее. Потом закон об антисемитизме. Бензин на сколько налито, появится спичка, как когда-то появился архимандрит Мельхиседек, так само появится спичка, кто-то кинет, и все. И полум'я такое буде Каліївщина 2, що мало места не покажет. Да, друзья, подведем итоги нашего вопроса и перейдем уже к вашим вопросам. Спасибо, что проголосовали. Что будет, если из Европы украинцев отправят Зеленскому на войну? 5% это подорвет армию и режим изнутри, ну, потому что придут уж явно Никто те. не верит, это и мы не верим, да. Значит, 15%, что ничего не будут воевать так же, как и украинцы, которых наловили внутри. 18%, значит, это элемент торга, Зеленскому просто деньги нужнее, поэтому это все как бы обсасывается, обсуждается. Он всячески говорит, ходит и крутит, а вы им не платите, вы мне платите, а те говорят, да мы тебе их отдадим. Ну и в общем вот это все, судачат, в общем, судачат. Ну и 61% считают, что украинцы побегут дальше, понимаете?
Просто, понимаете, тут тоже такой очень интересный момент. Украинцы побегут дальше. Ну вот давайте так. В Америке, ой, как сложно сейчас. Приходят новости, что по вот этому ЮФАЮ, правда, там, конечно, есть разные товарищи по этой программе. Вот недавно одного блогера автомобильного задержали, а он там баловался, транспортировал Чемоданчик с амфетаминчиком. всякие, знаете, всякие вещи нехорошие, баловался. Ну, в общем, это одно. Разные есть. Но стало сложнее. При Трампе прям очень сложнее. То есть, а куда дальше получается? Куда? Ну, там, Ближний Восток, война. Дальше. Африка. Канада, Ну, Австралия. Так мы просто придем к тому, Игорь Владимирович, что надо будет в Россию ехать, понимаете? А часть и поедет. Ну, надо же говорить, ну, часть и поедет, а часть не поедет. А тактика России, ну, Александр, вот когда мы говорим о пустых городах, да, вот, допустим, для чего бьют по дамбе? Ну, очевидно, что мирное население будет вынуждено покинуть Харьков, если дамба, ну, будет взорвана и воды не станет. Ну, будет катастрофическая нехватка воды летом. Естественно, большинство гражданского населения покинут город. Да, они его потом будут превращать в мертвый город, как превращали, ну, Мариуполь и так далее. Потом будут рассказывать, отстраивать и говорят, возвращайтесь. Ну и многие ж вернулись в Мариуполь. Ну, надо ж честно сказать это. Ну, мы же можем... А в чем логика превращать? Вы говорите, там россияне превращают в мертвый город, но это же не без Ну, украинцев потому что происходит. военные не уйдут. Зеленский на прошлой неделе говорит, Харькову угрожает опасность, поэтому это наши форпосты, это наши укрепрайоны. А так, если мы уйдем, куда нам идти? Это надо опять заново год-полтора рыть какие-то окопы, укрепы. А где? В Чистополе? А так, смотрите, город, удобно, Славянск, Краматорск. Он выдал это прямым текстом. Люди, которые его слушают, может, ни хрена не поняли, но люди, которые прочитали то, что он сказал, побелели от ужаса. Не, ну так он не скрывает, что города используются как оборонительное сооружение. Ну, правильно, тактика россиян, они это понимают. Поэтому они стараются лишить живого щита вооруженные силы для того, чтобы потом утюжить тот или иной город. Это же уже было. Вопрос-то заключается в том, что, простите, но когда надо, эти краматорчане, эти со Славянска люди, славянцы, эти все, они ждуны, нехорошие люди, такие-сякие, понимаете? А когда надо, ну что, 200 тысяч человек, как же я могу? И вообще, почему условный там житель Краматорска или ну, Константиновки уже нет, там везде бои сейчас, должен прикрывать, получается, собой Харьков. А когда его отправляют по эвакуации куда-нибудь подальше, ему там как-то не особо рады. Ну, смотрите, политика Зеленского, она абсолютно цинична по отношению к обычным людям. Притом вне зависимости. К людям в Краматорске по-своему цинично. К киевлянам по-своему, к харьковчанам по-своему, к львовянам по-своему. Это циник, который, знаете, как счеты с человеческими жизнями вот так перещелкивает, да и все. Друзья, переходим к вашим вопросам. Давайте начнем с клуба зрителей Шелеста. Спасибо большое, что добавляетесь в клуб. Там своя камерная атмосфера, скажем так, анонсы эфиров и всякое другое и прочее. Поехали. Христос воскрес. Добрый вечер, Александр и Игорь. Вопрос к Игорю. Что вы понимаете под понятием государство? И какие, по вашему понятию, функции государства? И еще, что в вашем понятии народ?
и население? Спасибо. Смотрите, ну, как по мне, государство – это объединение людей для улучшения уровня их жизни, для защиты их прав, свобод и так далее, и так далее. Украина, к сожалению, на очень большой процент, ну, чуть ли не на 90% по отношению к своим гражданам утратила функционал государства. Народ, народ или нация, как угодно назовите, кому как удобней, это общность, кровно-духовная общность мертвых, живых и нерожденных. Нация – это духовно больше, народ – это более, ну, практично. Все равно это кровно-духовная общность. Население – это люди, которые проживают на той или иной территории. Все. Дальше следующий вопрос, Олег. Добрый вечер. Подскажите, Игорь, почему так сложно собрать людей в Европе на марш мира, чем собрать людей на марш условно войны? И почему украинцам друг друга не жалко совсем? Почему мы ждем, что кто-то придет и нас освободит, а сами готовы все сделать, чтобы встать на чужое место? Это и о власти, ну и о людях, которые за войну. Смотрите, первое. Тяжело, потому что люди разбросаны. Собрать можно и соберем. Никто не отменял ни марш мира, ничего. Я думаю, на этой неделе мы сообщим не только дату, а и место проведения. Это раз. Во-вторых, за войну, так за войну собирают, в том числе и за деньги или преференции какие-то. Плюс до того, за войну тех, кто хочет оставаться там, получать пособие и не работать. Но таких все равно меньшинство, поэтому не надо по ним судить о всех. Ну вот. Что касается условной партии войны и ее поддержки, она сильно преувеличена. Просто партия войны, имея за спиной оружейных баронов всего мира, имеет сумасшедший медиаресурс и финансовый ресурс, который тратит на медиаподдержку. И поэтому создается у людей впечатление, то, что ее поддерживают чуть ли не тотально. Переходим в сообщество YouTube. Здравствуйте, Игорь. Вам, как уроженцу Полтавщины, вопрос от Юрия. Как ситуация в нынешней Полтаве? По беспределу второй раз местный совет снял мэра Мамая и сняли памятник 1838 года. Но на его место то воин-вертолет поставит, то сбитый шахет. На Новый год соломенный дидух стоял. Как Полтаве избавиться от индейцев? Ну, я думаю, Полтава оккупирована не индейцами, а зелеными хенвунбинами, вот, и рагулями под Полтавы. Потому что рагуль – это не от места рождения, а от способа мышления, понимаете? И на Полтавщине таких тоже хватает. Катерина Ямщикова и ей подобные, сидящие в горсовете. По поводу снятия Мамая и так далее. Ну, смотрите, его избирали люди, но никто не вышел его защитить. Угу. У меня логичный вопрос. Логичный. Поэтому, прежде всего, в зеркало давайте посмотрим друг на друга. Я знаю прекрасно, и у меня нормальные ровные отношения с Александром Мамаем. Вот. С временщиками не, ну, потому что это вообще для меня непонятные люди, как для уроженца Полтавы, Полтавщины, точнее. Это непонятные люди, на какой помойке их там насобирали, я не знаю, но реально очень похоже. Что касается исторической памяти, исторических памятников, я скажу так,
Да, зеленые хунвейбины сносят все, что им не нравится. И я еще раз повторюсь, я очень беспокоюсь за Тараса Шевченко. Писал на русском, жил в Петербурге много времени, рисовал в Петербурге, любил чай с ромом по буржуинской, совсем на крепака, да, не похож, негодяй. Вот, возьмут-то снесут еще, тем более в Полтаве слишком радикальный памятник, там надписи «Вражий свою кровью волю окропита». Понимаете, это самое. У этих людей, ну, они нападают на Василия Быкова, нападают на Академию Гаушку, нападают на Ильфа и Петрова, на Булгакова, на тех, на других. Ну, они потерялись в трех соснах. Следующий вопрос из сообщества YouTube вот такой. Ну, как бы рассуждение больше, ну, тоже интересно. Сложно представить, что сделали с украинцами, что они даже себе боятся признаться, что они умирают ради того, чтобы Зеленский продолжал оставаться во власти и убивает, убивает и убивает. Что сделали с украинцами? Я думаю, что, ну, во-первых, страх. Во-вторых, гибель пассионариев в первые месяцы, ну, большого вторжения. Буйных мало. Вот и нету вожаков, как это самое, как писал известный Барт. Поэтому я думаю, что потеря именно вот этой пассионарной части общества и страх. Ну, люди боятся, люди ко мне обращаются за помощью, я там в меру возможностей помогаю, они боятся, чтобы кто-то знал, что именно Мосейчук помогает, потому что завтра он под санкциями там. Вот. Ну, я, знаете, я всем, кто в Украине, абсолютно прощаю слабость по отношению к режиму. Инстинкт самосохранения никто не отменял. Поэтому, знаете, когда говорят, что почему не восстают, я говорю, а вы восстали? Ну, что вы сделали для того, чтобы свергнуть режим? А в ответ тишина. Так, вот такой вопрос. Так. Готовы ли покласти душу і тіло на боротьбу з антисемітизмом? І не на часі лі відновити смертну кару за одні такі антисемітські думки? Дякую, Ігор Владимирович. Ваш, я так понимаю, полный тезка пишет. Значит, смотрите, скажу так. Я вообще считаю эту тему искусственно раздуваемой, надуваемой и придумыванной. Я имею в виду антисемитизм. Поэтому, ну, я откомментировал, что мог откомментировать. Угу. Если Зеленский хочет породить бурю и или Калиевщину новую, ну что ему сделать? Игорь Владимирович, Денис пишет, наверняка у вас есть разные источники в Белом доме в том числе. Неужели им просто нравится смотреть на беспредел? Они вообще собираются что-то делать? Или из-за одного персонажа готовы даже в убыток себе пожертвовать договоренностями и духом Анкориджа? Спасибо. Смотрите, я думаю, что откладываются именно вот эти вот вещи, именно вот эти вещи. Имеется в виду, когда говорят о
что осенью придется принимать серьезные какие-то решения. Возможно заявить, что США нам больше не союзник, потому что я думаю, что как раз осенью вывернут всю подноготную воровства, мародерства Зеленского и его команды и будут полностью использовать республиканцы на промежуточных выборах в Конгресс. Александр, вопрос к гостю. Если Россия начнет бомбить, это уже чат-трансляция, начнет бомбить Евросоюз, то какую страну, по вашему мнению? Германию или Польшу? Мгм. Ну, Германия уже вот, пожалуйста. Польша из-за логистики, а Германия по понятным причинам. Значит, Игорь Владимирович, уважаемый, почему Зеленскому легче устраивать людоловство по всей стране, вместо того, чтобы мобилизовать несколько сот тысяч человек из силовиков, которые не находятся на фронте, или тех А же режим ТЦКшников? как? А режим как же? Режим же тогда не удержится. Так, кто ему угрожает, этому режиму? Подождите. Так никто не угрожает бояться силовиков, а их предлагают на фронт отправить. Они фундамент режима. Как это можно отправить на фронт? Вы что? Вы еще Тесакунов туда отправьте. Ну, у Вовы Петрова бронь. А Сергей Иванов служит, говорит, не надо всех отправлять на фронт. Киевская Включился. область. Ну, Киевская, ну служит же. Защищает родину. Чего вы так? Мне предложили сегодня купить удостоверение офицера ЦЦО за 5000 евро. Так вы ж под санкциями. Пять тысяч евро не пахнут. Это да. А, значит, ну, опять-таки, вы немножко говорите, это не договор по поводу Мерца и Зеленского. Они не подписывали договор о возвращении украинцев из Германии. Не нагоняйте жути. Значит, Мерц и Зеленский подписали... Не-не, это не, смотрите, это не договор, это Мерц сказал, что они должны помочь Украине вернуть мужчин, которые в Германии, а Зеленский сразу сказал, что это требование ЗСУ, и вообще это все. Правда, забыл сказать, кого требует ЗСУ вернуть в первую очередь. Там сына Стефанчука, например, Феди Венеславского сыночка, или сыновей Порошенко, или сыновей Кличка, или ну кого? Значит, заканчивается война, обе стороны объявляют марш победы или парад победы. На какой поедет Игорь Мосейчук, спрашивает пользователь. Какая война и какие страны парад победы объявляют? Ну, Украина и Россия, я так понимаю. Ну, я это самое... А зачем мне ехать на парад? Я, во-первых, не вижу... Смотрите, я не вижу повода для проведения любых торжеств со стороны Украины. Хотя и буду считать победой остановку войны и сохранение страны и людей, но при таком количестве жертв, о каком параде победы, потерянных территориях, разбитой инфраструктуре, это больше то я вам скажу. Когда начали парад победы в Советском Союзе проводить, друзья, его ж не начали в 45-м проводить. Был парад победы, а потом не было парадов очень длительное время. И для того, чтобы проводить парад победы, надо быть победителем. Елена, вопрос. Если пропадет Зелефюрер, куда денется остальная шобла из его окружения? Ведь режим это не только Зеленский. Перекрасятся. Кто-то сбежит даже с партии войны, побежит искать в другое место удобное, а кто-то возглавит вместо него партию войны. Вот, ну, например,
мы сегодня определили с Александром много времени, кто не видел, посмотрите, отмотайте конфликту с Будановым. Так это за конфликт за место в партии войны. А Мира партия кто? Ну, мира, смотрите, Александра, партии мира ярко выраженной нет. Есть люди, которые выступают за мирные соглашения. Сказать, что есть партия мира, нельзя. Почему? Потому что политики не объединяются. Те, кто рассказывает часть за мир, на самом деле военнопленные там в парламенте болтаются. А часть находится под влиянием внешним каким-то там. То есть они исходят из своих соображений. Нету ярко выраженной партии мира. Возможно, она сформируется, возможно, она появится завтра или послезавтра. Я этого не отбрасываю, Александр. Но Да, но нет. Будет ли импичмент Трампу? Спрашивает пользовательница. процедура начнется, чем закончится, сказать не могу, больше всего ничем. Мгм. Но процедура начнется точно. Так. Так, с наворованным на Каначину сбегут. Это украинское потомственное. Ну, к сожалению, да. Так, опять, если дадут сбежать, вот же главный вопрос. Кто сейчас подходит больше на пост президента, спрашивает вас Асеф, Асеф. АСФ, уважаемый, мое мнение, что должность президента надо упразднить. Мое мнение, что ни одного успешного президента, которым могла бы похвалиться страна, не было. Были периоды, когда экономика поднималась, когда там права свободы были, когда там падало, разные периоды были, но полностью успешного президента не было. Поэтому мое мнение, хватит заканчивать эксперименты. Надо выносить на референдум, надо вообще, мое мнение, переходной период, парламентские выборы и референдум, нужны ли выборы президента. Если люди скажут нужны, проводим. А если нет, то и нет. Игорь, как вы думаете, будет ли этой весной, летом масштабное наступление армии России? И если будет, то какой будет результат? Спасибо вам за ответ. Результатом станут потеря территории, гибель людей. Наступление, очевидно, будет, думаю, не на славянско-краматорском направлении, а на других. Последствия, Песков сегодня озвучил, и тут тяжело не согласиться, новые реалии на земле будут диктовать возможные новые мирные переговоры. Условия возможных новых мирных переговоров. Давайте завершим вот таким вопросом с намеком на историю. Да? В Севастополе несколько лет назад открыли величественный памятник всем жертвам гражданской войны. По мнению Игоря, будет ли в будущем подобный памятник жертвам сегодняшней трагедии и когда? Спасибо. Очевидно, что раны войны надо будет лечить, перевязывать, накладывать жгуты и ждать, пока они затянутся. У нас не гражданская война, но я хочу вам сказать, я был на мемориале времен Первой мировой войны, и это итальяно-австрийский мемориал, с одной стороны которого похоронены итальянские воины, те, кто сражались за королевство Италия,
а с другой стороны похоронены Австрийской империей солдаты и офицеры. И приезжают представители из тех, из других стран. И построен этот мемориал был где-то через 20 лет после войны. После Первой мировой. То есть, очевидно, что мы не улетим на Марс от Российской Федерации, а Российская Федерация от нас на Венеру. И очевидно, что как-то с этим придется жить. И тоже также очевидно, что завтра никто никого целовать и обнимать не начнет. Но и при правильном подходе, при правильном лечении ран, посмотрите, Европа воевала между собой в Первой мировой, и там были страшные сражения, страшные, по тем временам и потери были страшные. Но сейчас в Евросоюзе. Да, друзья, всем большое спасибо за сегодняшний эфир, за то, что побывали на нем. Игорь Владимирович, спасибо за время и мысли. Спасибо вам, Александр. Друзья, поддержите канал Александра, поддержите лайком, репостом, комментарием. Поддержите подпиской, это важно для подсанкционных каналов. Если есть возможность, донатом. И будет вам счастье, и будет всем нам мир, и будем жить, друзья. Добра и света в каждый дом. Берегите себя и друг друга. Увидимся. Христос воскрес. Воистину воскрес. Где-то чуть больше, чем через часик пошумим.